Санкции должны быть эффективными. До февраля 2022 года санкции против режима Лукашенко со стороны Европейского Союза и США в большинстве своем были синхронизированы. Калийный и нефтехимический секторы экономики были одинаково ограничены, но в принятых санкциях находились лазейки. Режим обходил их через европейские фирмы, подконтрольные либо коррумпированные самим режимом или его олигархами. Ситуация в корне изменилась после вторжения России в Украину при поддержке режима Лукашенко. Если США не в состоянии полностью синхронизировать свои подходы к санкционному давлению против агрессоров, так как стали действовать самостоятельно, быстрее и решительнее. ЕС оперативно устранил большинство лазеек, распространил санкции на новые отрасли – древесину и сталь, и впервые запретил экспорт в Беларусь большого перечня оборудования и машин. Но в отношении финансового сектора ввел лишь незначительные ограничения, не способные всерьез повлиять на режим. К тому же режим достаточно быстро приспособился их обходить. США, в свою очередь, быстро включили в свои санкционные списки несколько белорусских банков, в их числе основной банк государственных экспортеров Белвеб, но не лишили возможности использовать свои резервы Национальный банк Республики Беларусь, в отличие от введения санкций на российский Центробанк. При этом большинство резервов Нацбанка Беларуси хранится именно в долларах США. В свою очередь, с начала войны через украинскую границу полностью прекратились поставки нефтепродуктов и калийных удобрений. Во многом санкции в отношении режимов, развязавших войну, оказались несимметричными. Несколько российских банков отключили от SWIFT, но не отключили ни одной из белорусских дочек, что снова оставляет в санкциях лазейку, так как подсанкционные российские банки продолжают международную работу через них. Белорусская финансовая система значительно менее устойчива, чем российская. И изначально режим Лукашенко объективно в более слабой позиции. Но без его участия агрессия бы не состоялась. А значит, он должен нести такую же ответственность за свои действия, как и режим-инициатор войны. Санкции в отношении альянса агрессоров должны быть синхронизированы. Все принятые против России меры важно применить и против режима Лукашенко, поскольку любая разница позволяет ему осуществлять контрабанду, которая в течение долгого времени была основным источником дохода для ближайшего окружения самого главного контрабандиста 21 века – Лукашенко. Таможенный союз и тесная интеграция финансовых систем и сейчас дают возможность режиму использовать лазейки в своих интересах, предлагать услуги, недоступные на российском рынке, и зарабатывать на этом. США вправе за соагрессию режима Лукашенко против Украины и гибель тысяч мирных жителей заморозить валютные резервы Национального банка Республики Беларусь. А это, учитывая высокую долларизацию золотовалютных резервов и экономики, может создать такую ситуацию, при которой режим будет вынужден начать выполнять требования общества, так как отмена санкций, вероятно, станет единственным возможным рычагом управления экономикой. Директивным инструментом принуждения режима к выполнению требований белорусского общества может стать решение о введении санкций ЕС на те же банки, что уже попали под санкции США. Они должны быть отрезаны от евро так же, как уже отрезаны от долларов. Мощным неиспользованным инструментом является применение США вторичных санкций и, возможно, как вариант, его показательное применение. Угроза вторичных санкций часто не воспринимается как серьезная и не будет считаться достаточно убедительной, пока перспектива попадания в санкционные списки США не станет более реалистичной для компаний, которые оказывают значительную поддержку организациям, уже включенным в эти санкционные списки, то бишь помогают уходить из-под санкций. Кандидатом для демонстративного применения вторичных санкций США может стать Беларусьбанк. Лидер в обслуживании счетов для белорусских организаций, включенных в санкционные списки США. Как ведущий государственный банк, он является обязательным участником государственных закупок оружия и снаряжения, используемого репрессивным аппаратом. В нем свои счета открыли Губопик, белорусская гестапо,
МВД, Департамент исполнения наказаний того же министерства, Следственный комитет, Генпрокуратура. Все структуры, которые применяют или способствуют репрессиям и не расследуют убийства белорусов. А может быть и сами совершают эти убийства. Нет другой организации, которая бы играла более важную роль в поддержке белорусских членов санкционных списков. Со своей стороны, ЕС важно оперативно принять правовые документы, предусматривающие ответственность третьих лиц за содействие в обход санкций Евросоюза, аналог вторичных санкций США, и создать институт по контролю за их соблюдением. Кроме того, белорусский диктатор обладает внушительным парком самолетов, которым пользуется лично. Например, для полетов на встречи с Путиным в Сочи. А куда ему еще летать? Премьер-министр использует Челленджер для полета в Москву, а Гольфстрим часто обкатывает семья Лукашенко и его ручные олигархи. Большая часть флота американского производства, а воздушный флот нуждается в запасных частях и обновлении навигационной базы данных. Такое сочетание делает комфортный аспект образа жизни диктатора очень чувствительным к санкциям США. Еще одним из важнейших направлений санкционного давления может стать государственная пропаганда, которая совершает преступления, разжигает ненависть и показывает пытки признания на камеру, незаконно полученные тем же белорусским гестапо, губопиком МВД. Эффективной мерой может стать включение всех государственных телеканалов в санкционные списки ЕС и США с целью удаления их аккаунтов в YouTube и в других социальных сетях. Эта мера не противоречит принципам свободы слова, поскольку оставляет им возможность вещать на территории Беларуси в традиционном телевизионном формате, что недоступно для независимых СМИ. Поэтому данная мера даже несколько уравнивает условия, если хотите, принцип взаимности. Пока санкции не достигли своих целей ни с точки зрения лишения режима Лукашенко финансовых средств для удержания власти, ни с точки зрения выполнения требований белорусского народа, только потому, что режим не считает их существенно угрожающими его шансам на выживание. Лукашенко противопоставляет санкциям намерение использовать формулу, как и ранее после каждого предыдущего избирательного цикла, торг политическими заключенными в обмен на отмену санкций и признание его результатов выборов. В результате такой политики на сегодняшний день в заложниках у режима уже 1188 политических заключенных, и их число увеличивается практически ежедневно. Лукашенко продолжает повышать ставки, и создание условий экономической неспособности режима – одно из ключевых, но не единственное средство заставить режим остановить свою преступную деятельность. В этом видео мы обрисовали общую картину, чтобы держать белорусов в курсе наших действий в направлении экономического давления на режим. По причине конфиденциальности мы не можем раскрыть все, что предоставляем в аналитических записках для США и ЕС. Но будьте уверены, что там значительно больше конкретных предложений по блокировке источников финансирования режима и его репрессивного аппарата. Недавно я прочитал историю о том, как некомфортно гражданину России, которому отказали в заселении в отель в Испании по причине гражданства. И кто-то считает, что это недопустимо. Но на это последовал ответ. А комфортно ли украинке, матери двоих маленьких деток, хватать из кроватки своих детей ночью, бежать в подвал дома из-за того, что в их город, в их дом летят ракеты, в том числе и из Беларуси, от Лукашенко? Давайте задумаемся, а комфортно тысячам, по неофициальным данным, политическим заключенным сидеть в белорусских тюрьмах? А может комфортно семьям Александра Тарайковского, Романа Бондаренко, Витольда Ашурка? Это риторические вопросы. Может, это и есть тот исторический момент, чтобы весь этот ужас прекратить? И кто, если не мы, сделает это? Экономическое давление на режим Лукашенко должно быть своевременным, эффективным и целенаправленным. Только в этом случае санкции, наряду с другими инструментами давления и народно-освободительного сопротивления, способны в краткосрочной перспективе и с минимальными последствиями для белорусов достичь цели – принудить режим прекратить репрессии против белорусского народа и убийства украинцев, а также заставить выполнить хорошо известную режиму условия для отмены санкций.
освобождение всех политических заключенных, прекращение всех репрессий, привлечение к ответственности всех виновных в жестоких репрессиях, вывод всех российских войск и проведение новых выборов под наблюдением ОБСЕ.